Всем привет! В этом видео я расскажу, как почистить своими силами кондиционер, сплит-систему, которая практически у многих дома есть и возникает такая потребность. Кондиционеры бывают разными, мы не будем вдаваться в их подробности, детали, но устройство, в общем, у них примерно одинаковое. И простые действия базовые можно сделать самому, это несложно. Начало сезона, соответственно, это рекомендуется делать регулярно, до начала сезона, после окончания сезона. Если он используется часто, то, соответственно, в процессе, в зависимости от того, какая запыленность у вас за окошком и как часто вы используете кондиционер. Все кондиционеры выглядят примерно одинаково, марки у них могут быть разные. Его необходимо выключить обязательно. Если есть возможность, можно даже полностью обесточить, но технически наши действия не будут касаться электроники кондиционера, поэтому вероятность затопить его или каким-то образом заискрить, она минимальна. Открывается кондиционер вначале вот таким вот образом, крышка, вот эта вот часть. Она пластиковая, здесь есть несколько надежных элементов, она вот так вот руками открывается и ставится в такое верхнее положение. В некоторых случаях есть подножка, дополнительный фиксатор. Иногда в ней нет необходимости, потому что здесь пластик устроен таким образом, что он, соответственно, стоит и не падает. Внутри кондиционера мы видим съемные фильтры. Именно их нам нужно будет почистить в первую очередь. Для примера в этом видео один из фильтров я уже почистил ранее, чтобы показать разницу. Кондиционер работал порядка 2 месяцев. За 2 месяца, соответственно, активного использования мы видим, что скопилось на фильтрующем элементе. Изначально он должен выглядеть так. Именно этим мы дышим, потому что кондиционер устроен таким образом, что он воздух, находящийся в помещении, прогоняет через радиатор, охлаждает его и выбрасывает обратно. Воздух он забирает, соответственно, с верхней стороны, через решетку прогоняет его, и пыль, находящаяся в воздухе, оседает вот здесь вот на вот таких вот фильтрах, которые можно мыть. Часть пыли попадает, естественно, внутрь радиаторов, которые тоже желательно приводить в порядок. И после этого воздух выходит отсюда снизу. Например, в холодном либо в теплом варианте, в зависимости от климата. Для того, чтобы снять фильтр, нужно сделать следующие действия. Внизу фильтра всегда есть какой-то рычажочек, за который можно зацепиться. Подтянуть его немножко вверх, сняв с пластиковых фиксаторов, и вытянуть, соответственно, вниз. Понятное дело, что мы это делаем на чистом фильтре, но это можно сделать с пыльным, аккуратно, безусловно, это надо делать. Фильтр выглядит вот так. Иногда в некоторых фильтрах ставятся дополнительные элементы. Это больше в маркетинговых целях, насыщая ионами серебра или прочими моментами. Но, как правило, понятное дело, что функционал их минимален. Поэтому этот вопрос относится к конкретным моделям кондиционеров. То есть в этой сетке иногда может быть какая-то дополнительная прослойка из чего-то там, которая также извлекается, прочищается, вставляется обратно. А так изначально вот такая сетка. Внутри, соответственно, обнажился радиатор. Далее никаких разборов мы делать с кондиционером не будем. И все операции почистки будут делаться именно так. Если кондиционер установлен правильно, то в кондиционере есть специальная дренажная система, через которую выходит конденсат на улицу. Именно она поможет нам в процессе очистки. И, соответственно, здесь есть некоторый элемент электроники. Основная часть электроники закрыта здесь, поэтому ее мы никак не повредим. Сюда у нас вынесен разъем в некоторых моделях кондиционеров на панельку для показа информации и температуры. И небольшой датчик. Датчик тоже герметичен. Поэтому, соответственно, не забываем, что вот эту вот часть лить ни в коем случае не стоит. И сюда заливать тоже ни в коем случае не стоит. Итак, фильтр чистить можно по-разному. Соответственно, если это раковина, то вероятнее это удобнее будет вот так. И, соответственно, щеточкой прочищать, дальше мыльцем его промывать. Бояться здесь ничего не нужно, просто делать это аккуратно. Пластиковая часть достаточно гибкая, но в пределах разумного. Но удобнее, если у вас есть какое-то место, где можно присесть, поставить тазик для грязной пыли и взять душик, конечно, сделать здесь. Для этого мы, вот эта вот наружная часть была, соответственно, изнутри смываем основную часть пыли душиком под напором. Специально делаю этот таз, чтобы не засорять непосредственно
сам душ. Следующим шагом мы, соответственно, обрабатываем это моющим средством любым. В нашем случае мы это делаем просто обычным мылом, уже с наружной стороны, где была основная часть пыли. Поливаем небольшим количеством моющего средства. И просто обычной щеткой, здесь уже можно не париться с зубной. Плоская поверхность позволяет нам это делать хорошо и удобно. Ну и впоследствии, обработав путевой щеткой, мы это дело споласкиваем. Далее оставляем, чтобы это все стекло и немножечко подсохло, чтобы не было никаких активных капель на фильтре. Соответственно, точно такая же процедура должна быть со вторым фильтром. Для чистки кондиционера следующим этапом нам нужно почистить вот эту вот часть, этот радиатор. Для этого может подойти фактически любое средство, которое у вас есть в доме, которым вы часто пользуетесь, например, для очистки окон. В нашем случае мы используем классическое средство для чистки окон. Главное, чтобы это средство обладало вот таким вот пульверизатором. Чистка кондиционера начинается с обработки с специальным вот этим средством. Ну, специальным или не специальным. Главное, чтобы там был спирт, который убивает какие-либо бактерии и немножечко вымывает грязь. Задача здесь произвести небольшую дезинфекцию, чтобы в кондиционере не развивались никакие микроорганизмы. Делать надо регулярно, желательно с момента, когда кондиционер у вас новый. Потому что если это не делали никогда, то тогда требуется очень полная разборка кондиционера, чтобы привести его в порядок. Если это не запущено, это можно сделать следующим образом. Смотрим внимательно, что мы обрабатываем только вот эти вот части, там, где у нас видна конкретная решетка. Аккуратно, чтобы попадало только на решетку. Если чуть-чуть попадает на какие-то пластиковые элементы, это не страшно. Но не забываем главное, сюда лить ни в коем случае не нужно. Здесь и так уже все закрыто винтами, да, но в любом случае сюда брызгать ни в коем случае не нужно. Ограничиваемся этой зоной. Также нежелательно поливать датчик вот этот вот, то есть брызгаем под него. Несколько капель, которые падут, не страшно, но желательно на него не лить. После того, как вы обработали все средством, надо оставить на пару-тройку минут, чтобы это средство немножечко там поработало. Если вы давно не делали очистки кондиционера или не делали ее никогда, например, 5, 7 или 10 лет, то, конечно же, почистить обязательно его нужно. Но есть вероятность, что после этой чистки до конца он не будет почищен и останутся какие-то неприятные запахи. В этом случае нужно будет воспользоваться, наверное, более агрессивным средством, возможно, специальным, либо воспользоваться вызовом служб, которые занимаются более полной разборкой кондиционера и его последующей очисткой. Поэтому важно проводить чистку кондиционера чаще. И желательно это делать сразу после установки кондиционера в тот же сезон, соответственно, спустя 2-3 месяца. То есть пока он еще в достаточно хорошем состоянии. Если вы будете делать постоянно и не забывать, то кондиционер будет служить долго и не нужно будет никаких дорогостоящих очисток. Через 3-5 минут после обработки моющим средством оно уже подействовало. И далее мы начинаем его смывать чистой теплой водой. Соответственно, с помощью отдельного пульверизатора. Начинаем с нижней части, так же как мы наносили средство. И затем переходим в верхнюю часть. Здесь эту процедуру можно делать дольше, чем нанесение чистящего средства, и более обильно. Но важно вспомнить один важный момент. Если вы не знаете,
кто ставил вам кондиционер, да, или, соответственно, каким образом он настроен. В некоторых кондиционерах так называемый дренаж сделан не прямым путем обычного сливания, а с помощью специальных дополнительных насосиков, так называемых помп, которые прокачивают эту воду и убирают ее, соответственно, в другое место, например, в канализацию. Поэтому, чтобы избежать затопления отсюда, слишком много воды сразу лить не нужно. Налили немножко, закрыли крышку, можно не вставлять эти фильтры сразу, и включили кондиционер примерно на 3-5 минут. Если там есть помпа стекающую жидкость уберет отсюда из поддона кондиционера, и вы сможете дальше выключить его, открыть крышку и продолжить его, соответственно, смывать. В этом случае желательно, естественно, открыть окошко и в момент вот этих первых стартов, пока моющее средство испаряется и, соответственно, выдувается, соответственно, в комнате не находиться. В случае, если вы точно знаете, что никакой помпы у вас нет, и вода из дренажа спокойно уходит на улицу самотеком, в этом случае вы продолжаете обильно с помощью теплой, обычной, простой, чистой воды смывать, соответственно, моющее средство. Итак, мы обработали наш кондиционер теплой водичкой, дали возможность водичке стечь, пошли, соответственно, забрали наши высохшие фильтры, и сейчас будем их вставлять в кондиционер. Фильтры вставляются следующим образом. Так же, как они у нас вытаскивались, в обратном порядке. Начинаем вот сюда вот входить в пазы, медленно просовываем. За счет гибкости пластика они туда проходят. Здесь аккуратно под датчиком проходим. И дальше немножко приподнимаем и фиксируем. Вот таким вот образом фильтр установлен. Аналогично мы вставляем также второй фильтр, соответственно, фиксируем его вот таким же образом, проверяем, что все хорошо зашло, никаких перекосов нету, и опускаем аккуратненько крышку. Крышка у нас тоже пластик, соответственно, гибкий, поэтому здесь просто небольшим усилием, смотря в какие где здесь ножки, аккуратненько это дело начинаем опускать. Вот так, соответственно, и фиксируем в тех местах, где предусмотрены защелки пластиковые. Все, на этом наша крышка закрыта и кондиционер полностью готов к работе. После закрытия крышки необходимо включить кондиционер либо на режим охлаждения, либо на режим обогрева, чтобы он поработал примерно около получаса. Это обязательная процедура, которая позволит убрать остатки моющего средства, и те полчаса, пока кондиционер будет работать, желательно выйти из комнаты. После этого помещение проветрить. На этом все. Надеюсь, ролик вам понравился, и это поможет вам чистить регулярно ваши кондиционеры. Это делать просто, легко. Здоровья вам, хорошего самочувствия, чистого свежего воздуха. Удачи!